Вот такие вот деревянные ворота были. Сейчас буду их демонтировать потихонечку. Так, вот уже подготовили каркас. Чтобы не покупать 6-метровый уголок, еще не хватило 1 метра, пришлось старый кусок приваривать. Вот так вот все это дело обвязали. Здесь приварили, тут закрепили. В общем, сейчас уже будем ворота пытаться приваривать. Отмеряем. Все стоит по уровню, но, как видите, стена маленько сюда ушла. Ну и бог с ней. Давайте будем смотреть, что получается. В общем, прихватил я вот этот вот столбик, это будет боковина ворот. Вот наш рельс получается, по которому будет ездить вот это колесо. Вот здесь мы сделали расстояние 3,3 сантиметра, чтобы вот здесь щель была, вот эти болты не цеплялись. Ну и все, а с той стороны можно потом приклеить уплотнитель. Сейчас с этой стороны мы ее прихватили на прихваточке. Вот здесь вот прихваточки сделали вверху, внизу, чтобы размер уже не терялся. И сейчас с вот этой стороны прихватим, точно так же и начнем вверх и вниз прихватывать. Как вот и в этой стойке мы просверлили дырку под колесо, нужно такими же размерами просверлить дырку вот во второй стойке, то есть вот здесь и вот здесь замерить, чтобы одинаковое отверстие было вот снизу и отсюда, чтобы колеса у нас стояли одинаково. Вот приварили 2 ограничителя, вот здесь вот, с этой стороны и с той стороны, чтобы когда наши ворота открывались, сейчас я покажу, как все это работает. Вот видите, оп, и они уперлись, и здесь получается как козырек ровный, снизу ровно, вверху козырек, то есть как вода будет стекать, если дождь. Пенечек. С внутренней стороны вот здесь будем приваривать петлю, на которой будет трос. Вот так оно будет притягиваться. А вот здесь будем делать засовы, то есть замки, чтобы наши ворота фиксировались. Сделали вот такие вот качественные, здоровые крепления для тросика, что можно поднимать именно слона, чтобы у нас уже, как говорится, надежность превыше всего. Вот. Сначала я хотел в конце гаража, но так как крыша идет на снижение, не хватило высоты, чтобы открывались ворота. Поэтому, долго не думая, решили перенести его в бок. Вот сейчас выставили, будем пытаться противовес подсадить. Противовес наконец-то мы выставили. Вот такой вот идеальный вариант у нас получился. Вот здесь маленько балка мешала, топориком подстрогали. И вот он пошел сюда в бок стены. Получается, вот так вот он лежит. Здесь я зашью короб, как бы
шахту для вот этого нашего противовеса. Противовес сделал просто из уголков швеллеры, и вот эти компьютерные аккумуляторные батареи у меня валялись старые. Вот, смотрим, как все это дело работает. Вот, все, отпускайте. Как вы видите, оно само все поднимается. Как она будет у нас сделана? Просто кусок кругляка срезаем вот так вот, вставляем сюда пружину под вот этот, находим трубу, в трубе выпиливаем паз. Все, с одной стороны трубу глушим, вставляем пружину. Вот это заходит, круглячок наш заходит, здесь заглушено все. Вот он, видите, он пружинит уже. Так, вот сейчас продемонстрирую, как все это работает. Простейший замок. Вот, все, видите, он пружинит. А здесь просверлим, нарежем резьбу и будем болты вкручивать. Как бы он будет ограничитель, и можно будет туда-сюда, если вдруг пружину закусит, им водить. Если надо разобрать, откручиваем его, вытаскиваем и уже смазываем и все прочее. Собираем наш засовчик с пружиной. Так, сейчас покажем. Вот мы приварили с этой стороны. Шайбу надо вот здесь заточить еще. Ну, сейчас покажем, как он работает. Вот здесь нарезали отверстие под 6. Засверлили и нарезал отверстие. И вот обычный болтик мебельный с круглой шляпкой. Вкручиваем. И он нормально идет. Вот. Все. Вот, друзья, приварили засовчик. Вот так он работает. Все, защелкивается очень легко. Дальше. Теперь, чтобы ворота опускать, поднимать, нужно приварить две ручки. Одну, вот такой кусок трубы у меня был согнутый, какой-то ключ, по-моему, баллонник старый. Вот так я его сейчас привариваю ближе к центру. Это будет первая ручка, а вторая ручка должна быть где-то вот здесь. Сейчас я расскажу, чтобы мои ворота сами от пульта открывались. Смысл открывания будет таков, что ворота будут открываться, закрывать я буду сам, но при этом не использовать никакого электродвигателя, который будет опускать и поднимать ворота. Все будет механически происходить, за исключением открывания, то есть открывания затвора. Затвор будем открывать с помощью вот такого вот актуатора центрального замка автомобиля. Купил я его на разборке за 100 рублей. Также заказал с Алиэкспресса вот такую вот коробочку, блок управления центральным замком с двумя пультами. В пределах 500-600 рублей он сейчас стоит. Я заказывал давно, он обошелся мне 450 рублей. Ну и все, теперь идем посмотрим, как все это дело реализовать. Вот мои подъемно-секционные ворота в гараже с противовесом, который я спрятал вот в такой вот короб. Пока я его не облагородил, потому что буду его по возможности разбирать и дорабатывать. Вот смотрите, обычная защелка, которая на пружине у нас защелкивает и отщелкивает ворота. Через обычную проволоку соединяем ее с актуатором центрального замка автомобильным. Просто просверлил два отверстия в профтрубе и прикрутил на вот такие саморезики. 2 штуки. Все. Осталось только подсоединить к нему проводку. Так, сейчас будем все это дело проверять. Подсоединил блок управления центральным замком к 12-вольтовому аккумулятору. Пробовать подцеплять два провода, которые идут на открывание-закрывание двери, на сам актуатор замка. На самом деле все очень просто. Ворота будут открываться, я буду подъезжать с работы, нажимать на пульт и заезжать в гараж. Ну а закрывать буду руками. Уже, как говорится, полдела. Зато не надо придумать никакие лебедки, которые будут поднимать ворота и опускать. Ничего. Это самый надежный механизм. Надеюсь, друзья, вам все это видно. Вот видите, хоп. И вот так работает замок. То есть ворота открылись. Все, я подключил центральный замок. Вот так вот он закреплен. Проводок вывел. Провод взял такой прорезиненный на 220 вольт, который идет. Здесь временно пока вот такую проволочку. Надо желательно пожестче. Но в принципе она работает неплохо. Затем вот так его пропустил. Закрепил проф в трубе и вот здесь вот вывел на блок управления центрального замка, который стоит в Алиэкспрессе, еще раз повторюсь, от 500 до 600 рублей. Как он подключается? Он конкретно мой блок управления. 3 провода желто-черный,
красный и синий идут на плюс 12. Черный, серый и зеленый идут на минус. Желтый и коричневый идут уже конкретно на сам актуатор открывания двери. Все остальные мне не понадобились, я их просто обрезал. Конечно, в разных блоках управления разные цвета бывают, поэтому нужно будет смотреть инструкцию, прежде чем подключать. Вот это, естественно, я все оставил это временно, потому что подключил блок питания компьютерный пока. Сейчас хочу найти что-то более компактное, чтобы он был просто в розетку воткнут и не было вот этого размера. Шумит тут вентилятор, его тоже со временем отключу, если не найду маленький. И все это дело окультурю. Так, как же открываются ворота? Вот тросик идет сюда и идет туда. Спускается, здесь висит противовес, который ходит вот в этой шахте. Ну и все, чтобы ворота легче открывались, поднимались вверх, я поставил такую пружину от калитки. Продается она в любом магазине, стоит 50 рублей. Вот так вот прикрутил на саморез сюда и прикрутил на саморез сюда. Тросик за самый низ ворот прицеплен. Все, нажимаем пульт, открыть. Все, ворота поднялись. Как вы видите, работает все отлично. Я заехал, а здесь уже вышел из машины и сам их опустил как надо. Ворота работают на вот таких вот роликах и ездят по уголку. Когда они закрыты, все это за подлицо с гаражом идет. Так что, друзья, кому понравилось видео, не забываем подписываться на канал, нажимать на колокольчик. До скорых встреч, всем пока-пока.